Привет! Здесь мы читаем русскую литературу. Берем чай и начинаем. Один из самых сильных текстов в русской литературе – это рассказ «Крест» Варлама Шаламова. Выбор между жизнью на земле и на небе, между телом и душой, между животом и сердцем. Мать, дай мне крест. Какой крест? Крест у нас один, золотой написанный. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Неси топор. Не надо. Неси. Разве в этом Бог? Я не буду. Вы сами, Да если хотите. сам, давай. Не гляди. Да не реви ты, не позорься перед сыном. Разве в этом Бог? Герой этого рассказа – священник. Скорее всего, вам известно, что в католической церкви священнику жениться нельзя. В православной церкви можно. И, как мы видим в этом эпизоде, у священника есть жена. Этот рассказ автобиографический. Отец писателя тоже был священником. Семья жила в Вологде, это на северо-западе России. Их дом сохранился, там сейчас музей. Недалеко от этого дома есть собор, где и служил его отец. Потом, как вы знаете, произошла революция. Государство стало атеистическим. Началась борьба против религии. Карл Маркс сказал, что религия – это наркотик. Поэтому священников в лучшем случае увольняли, в худшем случае убивали. Так пострадал и отец Варлама Шаламова. Он остался без работы, без денег и к тому же слепой. Пострадал и сам писатель. Когда узнали, кто его отец, ему не дали учиться в университете. Позже, из-за политических взглядов, писатель был отправлен в Сибирь, в лагерь. Там он провел 16 лет. И об этой жизни Шаламов написал «Колымские рассказы». Сборник был переведен на многие языки, и рассказ «Крест», который мы будем читать сегодня, был опубликован именно в этой книге. Ну что, откроем текст? Этот рассказ небольшой, и я рекомендую прочитать его полностью. Сейчас же мы посмотрим только один отрывок. Перед нами переживания главы семьи. Наступил момент, когда нет денег, в доме нет продуктов и совсем нечем кормить жену. Единственная вещь, которая может изменить ситуацию, это золотой крест. Священник получил его за особые услуги. Что делать? Перед нами борьба между отцом церкви и отцом семьи. Задача священника – служить Богу. Задача мужчины, главы семьи – кормить семью. Что же выберет герой? Читаем текст.
принеси топор», — сказал он тихо. «Не надо, не надо», — зашептала она и обняла слепого, пытаясь взять крест у него из рук. Но слепой священник вырвал крест из узловатых, опухших пальцев своей жены и больно ушиб ей руку. «Неси», — сказал он, — «неси. Разве в этом Бог? Я не буду, сам, если хочешь». «Да-да, сам, сам». И жена священника, полубезумная от голода, заковыляла в кухню, где всегда лежал топор и лежало сухое полено для лучины, чтобы ставить самовар. Она принесла топор в комнату, закинула крючок и заплакала без слез, криком. «Не гляди», — сказал слепой священник, укладывая крест на полу. Но она не могла не глядеть. Крест лежал вниз фигуркой. Слепой священник нащупал крест и замахнулся топором. Он ударил, и крест отскочил и слегка зазвенел на полу. Слепой священник промахнулся. Священник нашарил крест и снова положил его на то же место и снова поднял топор. На этот раз крест согнулся, и кусок его удалось отломить пальцами. Железо было тверже золота. Разрубить крест оказалось совсем нетрудно. Жена священника уже не плакала и не кричала, как будто крест, изрубленный в куски, перестал быть чем-то святым и обратился просто в драгоценный металл, вроде золотого самородка. Разве в этом Бог? Как вы можете догадаться, после этой частички золота жена священника отнесет в магазин, обменяет их на продукты. Это было обычной ситуацией, ни у кого не было денег, поэтому люди меняли свое золото, драгоценности, какие-то свои старые вещи на еду. Такой портрет времени. Но давайте снова вернемся к нашему вопросу. Что же выбирает герой? Служить Богу или кормить семью? Да, как отец семьи, он принимает решение разбить крест. Но обратите внимание, как он это делает. И здесь именно как отец церкви, он сначала молится, далее он говорит, разве в этом Бог, то есть отделяет свою веру от этого кусочка металла. Затем он просит жену не смотреть. И, наконец, поворачивает фигурку, то есть не ударяет топором по изображению Иисуса Христа. Он сохраняет все-таки свою веру и свое положение как отца семьи. На мой взгляд, это очень сильный эпизод. Рекомендую прочитать этот и многие другие рассказы Шаламова целиком. А на этом сегодня все. Спасибо за встречу. Пока-пока.